Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такого единорожку. Размер у него 15 сантиметров, от начала рога до сюда. Такой вот единорожка. Можно и так его ставить, можно его посадить. Вот. Нам для него понадобятся глазки. Глазки 12 миллиметров. Если есть глазки с голубой окантовочкой, тоже будет красиво, на безопасном креплении. Глазки, крючок номер 2,5, которым я вяжу. Можно взять и 3, но мне больше нравится 2,5 с этой пряжей, потому что более плотнее получаются игрушки. Вот иголка с ушком большим, ножнички. Вот как еще холофайбер, такой вот наполнитель. У меня в основном такой пока для игрушек. Вот, вязать будем мы сегодня. Немножечко поменяем цвет. Будет у меня розовый вместо голубого. Копытца такие вот будут розовые. Вот. А так основной цвет вот будет у меня вот такой. Ну, это у меня все из этой серии. Пряжа вся такая. Bernard Jeans. 0,3 цвет. Такой вот молочный. Вот. Использую я еще такие вот цвета. Еще добавлю голубой. Тоже из этой же серии для гривы, для волос, таких гриву. Будем делать разноцветную. Вот, основной цвет у меня молочный. Вот, ну, в общем, в принципе, все, что нам понадобится для этой игрушки. Итак, начинаем мы вязать с ножек. Будем вязать ножки. Будем вязать передние и задние ножки. Берем сначала цвет копыта. Я выбрала розовый, вы можете выбрать для себя, как вы хотите. Вот. Делаем кольцо. Сейчас в данный момент будем вязать заднюю ножку. Вяжем с копытца. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков. Шесть столбиков без накида. Провязали, стянули кольцо. Вот. Дальше мы вяжем обычный круг. Второй ряд у нас будут прибавки. 6 прибавок. В каждый столбик делаем прибавки. Вот. Вяжем круг. Я как бы показывать не буду. Круг обычный, как и везде вяжется круг. Поэтому провязываем. Во втором ряду делаем прибавки. В каждый столбик. Третий ряд столбик и прибавка. Четвертый ряд 2 столбика прибавка. И пятый ряд 3 столбика и прибавка. Провязываем эти все прибавки. Провязали мы вот такой круг. Значит, пятый ряд 3 столбика и прибавка. В ряду у нас 30 столбиков. Дальше с 6 по 10 ряд вяжем без изменения. 30 столбиков. И получается это у нас 5 рядов. Значит, с 6 по 10 ряд 5 рядов вяжем без изменений. Все провязали. Теперь на этом этапе мы меняем цвет. Здесь мы меняем цвет, отрезаем ниточку и добавляем цвет тела уже. Так. Я заканчиваю ряд. Последний столбик я не довязываю, и в этот момент я добавляю цвет. И новым цветом заканчиваю ряд. Так, следующий ряд. Значит, этим цветом мы с 11 по 14 ряд будем вязать 30 столбиков без изменений с 11 по 14 ряд. Так, потом завяжу. Так, провязали мы
без изменений. По 14 ряд у нас получилось 1, 2, 3, 4 ряда молочным цветом. Теперь мы будем делать убавки. 15 ряд, 3 столбика и убавка. Вяжем так до конца ряда. 3 столбика и убавка. В ряду у нас останется 24 столбика. Провязали ряд. Следующие 16 и 17 ряды вяжем без изменений. 24 столбика. Провязали. Теперь 18 ряд вяжем 2 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз. В ряду у нас останется 18 столбиков. Теперь значит, это у нас был 18 ряд. 19 и 20 ряд вяжем без изменений. 2 ряда. Так, провязали. Теперь надо нам наполнить игрушку. Наполнить ножку. Наполняем плотно. Так, наполнили. Дальше продолжаем делать убавки. 21 ряд у нас будет столбики, убавка. В ряду у нас останется 12 столбиков. Сделали убавки. Теперь 22-23 ряд вяжем без изменений. 12 столбиков. Итак, добавляем наполнитель. Так, 24 ряд. Делаем убавки. 6 убавок подряд. Делаем 6 убавок подряд. Остается у нас 6 столбиков. И 25 ряд завершающий мы провяжем эти 6 столбиков без изменений. Провязываем эти 6 столбиков, потом тоже дополняем нашу ножку плотненько до конца и закроем ряд. Так как получается такая дырочка маленькая, то я беру такую палочку и этой палочкой дополню до конца плотненько. Можно ножнички, если поместится, либо спицу, крючок, что есть под рукой. Пробуйте дополнить. Вот я такими вот круглогудцами, они очень хорошо у меня получилось. Я дополнила. Теперь отрезаем ниточку. Так как мы ножки не будем пришивать, а будем утягивать ниткой, отрезаем, вытягиваем ниточку и за полупетельки, за 6 полупетелек мы просто протянем нашу ниточку и стянем край. Вот, стянули и прячем кончик. Сначала я его здесь зафиксирую. Так вот, стянули, зафиксировали узелком одним. И все, и прячем. Вяжем ножку вторую аналогично этой. Вот я уже связала. Это у нас задние ножки. Сейчас будем вязать передние ноги. Также берем сначала цвет копытца. Будем вязать снизу вверх.
кольцо провязываем 6 столбиков без накида. И будем делать тоже прибавки, но поменьше. Делаем 6 столбиков в кольцо. Теперь делаем прибавки. Второй ряд мы делаем в каждый столбик прибавку. Получаем 12 столбиков в ряду. Третий ряд у нас будет столбик и прибавка. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Вяжем прибавки. Провязали прибавки. В четвертом ряду у нас 24 столбика. Теперь с 5 по 10 ряд 6 рядов вяжем без изменений. Провязали мы 10 ряд по 10 ряд без изменений с 5. Последний столбик я не провязываю, не довязываю и ввожу другой цвет, цвет тела. Ниточку розовую обрезаем и продолжаю вязать другим цветом. Продолжаем вязать с 11 по 17 ряд. Без изменений вяжем 24 столбика. Так, провязали. Теперь 18 ряд, 2 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз, в ряду останется 18 столбиков. Провязали. Теперь 19 и 20 ряд вяжем без изменений. И начинаем заполнять ножку. Продолжаем вязать. 21 ряд у нас будет столбик и убавка. Затем 22 и 23 ряд вяжем без изменений. 12 столбиков оставшихся. Затем мы добавляем наполнитель. И 24 ряд делаем 6 убавок подряд, как и в предыдущих ножках. 6 убавок подряд. И 25 ряд провязываем просто 6 этих столбиков оставшихся. И аккуратненько там дополняем наполнителем. И стягиваем кончик. Все, ножку мы связали. Утяжку сделали, спрятали. Смотрите, если вам сложно наполнять оставшийся там небольшой такой пространство небольшое, да, то можете его не дополнять, утяните и все. Вот смотрите, я в этой игрушке сделала так. Я здесь не дополнила. Вот. Оно, может быть, не очень так красиво смотрится, вот, потому что мы делаем утяжки, и получается пустое место при утягивании, оно вот так вот складывается. Когда оно плотно, оно не будет так сильно, сильно прям складываться, да. Можно будет, если что, не будете дополнять, вы можете сюда какую-нибудь декоративную там пуговичку пришить. Просто будут вот такие вот пуговички или бусинки. Вот. Если вдруг вас не устраивает такой вот вариант, и вы не можете как бы наполнить, а надо стянуть. Вот. Поэтому мы и стягиваем, и делаем, набиваем плотно, для того, чтобы во время утяжки оно не складывалось так сильно. Аналогично вяжем вторую ножку. Связали ножки. Теперь вяжем тело. Тело и голова у нас будут отдельной деталью, поэтому сейчас сначала мы вяжем тело. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Провязали. Теперь делаем прибавки. Так, второй ряд мы делаем в каждый столбик прибавку. Получаем 12 столбиков в ряду. Дальше третий ряд столбики прибавка. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Третий ряд 3 столбика и прибавка. Вяжем эти прибавки. Так, провязали мы 5 рядов. В пятом ряду у нас 3 столбика и прибавка. В ряду у нас 30 столбиков. Теперь шестой ряд 2 столбика вяжем. Так, сейчас минуточку. Так, у нас еще прибавка в шестом ряду. Значит, в шестом ряду у нас 4 столбика и прибавка. Провязываем эту прибавку.
4 столбика и прибавка. В ряду у нас 36 столбиков. Провязали мы 6 ряд, 4 столбика и прибавка. Теперь с 7 по 17 ряд вяжем без изменений 36 столбиков. Итак, провязали мы 17 ряд. Теперь 18 ряд вяжем 2 столбика, вернее 4 столбика и убавка. Вяжем тогда конца ряда. В ряду у нас останется 30 столбиков. Провязали. Теперь с 19 по 25 ряд вяжем 30 столбиков без изменений. Начинаем наполнять. Стараемся набивать плотно тельце. Следующий ряд 26, делаем 3 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз. В ряду у нас останется 24 столбика. Провязали 26 ряд, 3 столбика убавка, 27 ряд, 2 столбика и убавка. Остается у нас в ряду 18 столбиков. И дальше опять набиваем тело плотно. Продолжаем набивать по ходу вязания. 28 ряд делаем столбик и убавка. И 29 ряд делаем все убавки. 6 убавок. Работу завершаем таким образом. Отрезаем длинный кончик, длинный хвостик. Этой ниткой мы будем пришивать голову. В общем, вяжем 28 ряд, столбик и убавка. 29 ряд. Повторюсь, делаем 6 убавок подряд. У нас останется 6 столбиков. Отрезаем ниточку, чтобы уже не показывать это, я объясню. Отрезаем ниточку и просто собираем, как мы делали и на ножках тоже, за полупетли пропускаем эту ниточку, пропускаем и стягиваем кончик. Вот, стянула я, отрезала, сначала отрезала вот достаточно длинный кончик, вот, и пропустила за оставшиеся 6 полупетелек и стянула, как мы делали на ножках кончик. Оставляем именно здесь, потому что на голове голова у нас будет вязаться немножко по-другому и пришиваться, поэтому оставляем кончик именно на теле для сшивания головы. Дальше будем вязать голову. Итак, продолжаем вязать. Вяжем голову. Набираем в кольцо 6 столбиков без накида. Будем начинать вязать голову с круга. Обычного круга. Первый ряд. В кольцо 6 столбиков. Дальше вяжем принцип обычного круга. Значит, второй ряд у нас прибавки в каждый столбик. Получаем 12 столбиков. Дальше третий ряд столбики прибавка. Получаем в ряду 24. Четвертый ряд, вернее 18. В четвертом ряду 2 столбика и прибавка, получаем 24 столбика. Пятый ряд 3 столбика и прибавка, в ряду 30 столбиков. Шестой ряд 4 столбика и прибавка, в ряду 36 столбиков. И пятый ряд, и седьмой ряд 5 столбиков и прибавка, в ряду 42 столбика. Вяжем круг и встречаемся в 8 ряду. Вот, провязали мы круг. Теперь с 8 по 14 ряд вяжем без изменений 42 столбиков. Провязали мы, значит, 14 ряд. Смотрите, что я имела в виду. Что я имела в виду, когда говорила, что голова будет немножко по-другому вязаться. Обычно мы вяжем голову круг, заканчиваем и пришиваем. Тогда у нас вот это была всегда верхушка. Здесь в единороге у нас это будет, в этой части будет нос. Поэтому она будет у нас вот так вот пришиваться. Не вот так, а вот так. Соответственно, поэтому мы и оставляли на теле
ниточку подлиннее будем телом пришивать голову. Вот, видите, да, вот как здесь. Вот у нас начало, и голова идет вот так вот. Поэтому пришиваться она будет немножко по-другому. Дальше. Следующий ряд. Значит, 15-16 ряд еще мы провяжем без изменения. Еще 2 ряда вяжем без изменения. Значит, с 8 по 16 ряд надо провязать без изменений. Провязали 16 ряд. 17 ряд делаем 5 столбиков и убавка. 18 ряд делаем 4 столбика и убавка. Сделали убавки. Теперь 19 по 22 ряд вяжем 30 столбиков без изменений. Итак, провязали 22 ряд, 4 ряда без изменений мы вязали, да? Теперь на этом этапе мы будем вставлять глазки. Итак, значит, между глазки мы вставляем между 14 и 15 рядом. Вот эту часть, где мы переходы делаем, оставим сзади, да? Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Между 14 и 15 рядом я буду раздвигать немножко ряды палочкой, потому что ножки у моих глазок сильно толстые для такого вязания плотного. Вот. И между глазками у нас будет 8 столбиков. Вот здесь у нас глазик будет, и отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Примерно такое вот расстояние между глазами. Подставляем глазки и будем вязать. А, да, мы наполним ее сначала, голову плотненько, потом будем вязать дальше. Глазки могут быть и поменьше размером. Вот это тоже будет играть роль от вида мордочки, размер глаз. Все, вставили глазки, теперь наполняем голову. Наполнили, продолжаем вязать. Теперь в 23 ряду мы делаем 3 столбика и убавка. Останется у нас 24 столбика. И 24 ряд сделаем 2 столбика и убавка, останется 18. И опять наполним дальше голову. Постепенно наполняем. Нам надо, чтобы голова была плотненькая. Так, следующий 25 ряд. Делаем столбик и убавка. Остается у нас 12 столбиков в ряду. И 26 ряд делаем 6 убавок подряд. И будем затягивать край. Но перед этим обязательно наполним плотненько голову. Провязала 26 ряд, 6 убавок подряд. Здесь у меня осталось немножечко, есть пространство, куда я буду еще немножечко добивать, дополнять. Наполнитель. Наполняю я его, вот мне удобно вот этими круглогубцами, они такие вот не гладкие, да, и наполнитель не вылазит, мне его послушно туда входит. Его легко можно туда вбить. Но смотрите, главное, чтобы не выпирал этот кончик. Нам не надо его, чтобы он выпирал, поэтому мы вставляем его наполнитель по краям, вот так вот дополняем, да, добиваем голову, вбивая по краям. Так вот, чтобы он был плоский, вот этот вот край, чтобы не выпирал сильно. Вот, я думаю, достаточно. Отрезаю небольшой кончик, чтобы
неудобно было его потом прятать. Вот. И пропускаем его через 6 полупетелек оставшихся, чтобы стянуть нам край. Вот так вот стягиваем. Делаем узелочек здесь и прячем ниточку. Вот спрятали аккуратненько. Кто хочет, может делать небольшую утяжку глаз. Ниточкой вот этим же цветом. Просто вот здесь вот беретесь, выведите, конечно, примерно приложите сначала голову. Да? Либо можете это сделать потом, когда начнете пришивать голову. И в том месте, где будет у вас пришиваться, там нужно оттуда вводить ниточку отсюда, да, здесь зацепиться за, вывести с одной стороны, обойти столбик, потом сюда, также обойти столбик и вернуться обратно и утянуть. То будет вот такой вот вид, например, при небольшой утяжке, если хотите утянуть. Не хотите, то оставляете так. Дальше вяжем маленькие детальки, вяжем ушки и рог. Ушки. Значит, вяжем ушки. В кольцо провязываем 4 столбика без накида. Стягиваем. И будем делать прибавки. Второй ряд у нас будет столбик и прибавка. Столбик и прибавка. Повторяем это 2 раза. Получаем 6 столбиков. Третий ряд. Вяжем 2 столбика и прибавка. Получаем 8. Тоже повторяем 2 раза. Немножко неудобно, маленькая деталька. Итак, делаем прибавки. Значит, 2 столбика и прибавка у нас в третьем ряду. В четвертом ряду 3 столбика и прибавка. В пятом ряду 4 столбика и прибавка. Шестой ряд 5 столбиков и прибавка. Седьмой ряд 6 столбиков и прибавка. Повторяем, каждой прибавки у нас тут повторяются по 2 раза. Значит, в седьмом ряду у нас должно получиться 16 столбиков. И все, и на этом ушко мы закончим вязать, отрежем кончик для сшивания. Вот такое ушко получается. Заканчиваем вязание соединительным столбиком, 2 соединительными столбиками, и отрезаем нить для сшивания ушка. Вяжем второе ушко, аналогично этому. Вот. Значит, у нас 7 рядов в ушке. Да? Я думаю, что я объяснила там правильно. Значит, в кольцо провязываем 4 столбика и делаем прибавки. 2 повторения у нас. Каждая прибавка повторяется 2 раза. 4 столбика, затем во второй ряд мы вяжем столбик и прибавка, повторяем 2 раза. Третий ряд 2 столбика и прибавка, повторяем 2 раза. И так довязываем прибавки до 7 ряда, в котором у нас 6 столбиков и прибавка повторяются 2 раза. И в ряду у нас 16 столбиков. Вот такое вот получается
треугольное ушко. Теперь вяжем рог. Рог на этом у меня такого цвета. Я думаю, здесь мы свяжем немножко другого цвета. Рог у нас будет. Я думаю, свяжу я рог этим цветом какой-то копытца вязала. Свяжу этим цветом рог. Посмотрим, как получится. Итак, кольцо провязываем 4 столбика. Так же, как ушко начинали, вяжем также. Начало у нас такое же будет. Раз, два, три, 4. Стягиваем колечко и делаем прибавку. Значит, второй ряд у нас будет столбик и прибавка. Повторим 2 раза. В кругу получим 6 столбиков. Столбик и прибавка. Раз и столбик и прибавка 2. 6 столбиков получили. Третий ряд у нас будет 2 столбика и прибавка. Так, смотрите, тут неудобно нам затягивать, да? Я выведу сюда на начало. Мне здесь будет, во-первых, удобно вот так вот делать, выравнивать. И тут же я потом это стяну и завяжу и спрячу внутрь кончик этот. Так. Делаем, значит, третий ряд 2 столбика и прибавка. Получаем в ряду 8 столбиков. Теперь с 4 по 8 ряд 5 рядов вяжем без изменения. 8 столбиков. Вот и все. Закончили вязать рог. Делаем здесь соединительных 2 столбика. Раз и следующий. Второй. Соединяем с ниточкой рабочей и отрезаем для сшивания. Теперь этот кончик мы возьмем иголочку, здесь его зафиксируем и спрячем вовнутрь. И наполняем наполнителем рог. Вот так вот. Дальше будем делать гриву. Гриву будем делать из разных ниток, разноцветную. Вот такой вот рог получается. Откладываем в стороночку, будем делать гриву. Свяжем, наверное, сначала мы хвостик, он быстро вяжется, а потом свяжем, будем вязать гриву. Хвостик я вязала так, я брала 2 цвета, как здесь, да, чтобы он был такой веселенький. Можно взять одним цветом, связать хвост. Вот я решила сделать вот так вот. Значит, вяжу я 8 воздушных петель. Набираем. Ну, для этого, конечно, мне нужно взять крючок номер 3. Вот, взяла я крючок номер 3. Набираю 8 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вяжем так, начиная со второй петли. Провязываем столбик без накида. В следующую петлю делаем столбик с накидом. С одним накидом. В следующую петлю вяжем столбик с 2 накидами. С 2 накидами. Видно, да? Дальше вяжем столбик с накидом.
и столбик без накида. Дальше делаем соединительный столбик. Вот такой вот будет хвостик. Это один вариант. Можно связать такой небольшой хвостик. Другой вариант. Получается такая маленькая ракушечка, да? Такой хвостик. Я хочу связать именно вот такой хвостик. Именно ту же ракушечку, но подлиннее. Вот. И для этого я наберу не 8 петель, а больше. Если вас устраивает такой хвостик, вы оставляете. Отрезаете кончик, соединяете здесь, связываете. Отрезаете для сшивания кончика. Он тоже смотрится хорошо. Вот. Но мне почему-то показалось, что он коротковатый, и я решила его удлинить. Вот. Для этого я набрала не 8, а 12 столбиков. И делаю то же самое. Пропускаю одну петлю, в следующую провязываю столбик без накида. Затем делаю столбик с одним накидом в следующую. В следующую столбик с 2 накидами. Потом с одним накидом следующий столбик, то есть в обратном направлении. И столбик без накида. И дальше до конца я сделаю соединительные столбики, оставшиеся. Столбики у меня будут соединительными. Я просто как бы немножечко хвостик удлинила. Вот и все. Можно сделать ровненький хвостик. Просто провяжите воздушные петли и пройдитесь обратно соединительным столбиком. Он такой вот получится ширины. Либо столбиками без накида пройдитесь. Если вам не нравится, например, такой вот хвостик на кончике, как ракушечка. Вот, закончила я связать. Делаю еще один соединительный столбик с рабочей нитью и отрезаю. Буду пришивать край. Это все у нас спрячется. Просто так завяжу один раз, чтобы они не расходились в разные стороны и легко спрятались. Все, связали мы хвостик. Теперь будем вязать гриву. Так, вяжем гриву. Будем вязать ее с несколько частей с разных цветов. Набираю 30 воздушных петель. Теперь в каждую петлю, начиная со второй петли от крючка, мы делаем прибавки. В каждую петелечку провязываем прибавки до конца ряда. Дальше делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. Теперь будем вязать, чередуя столбик без накида и прибавка. Вяжем столбик, следующий прибавку. Так вяжем до конца ряда. Провязали, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и точно так же провяжем этот ряд, тоже чередуя столбик и прибавку. Столбик без накида и прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итак, закончила я делать гриву розовую. Вот, заканчиваю я ее так, делаю соединительную петельку и отрезаю такой вот небольшой тоже кончик. Этим кончиком буду пришивать. Я
сделала уже такие, скручиваем потом, когда вы свяжете, скрутите это все. Получится такая вот спиралька. Сделала я вот таких вот спиралей 4 штучки. Здесь у меня 3, я решила сделать 4. Ну, чуть побольше, чтобы было. Вот. Вытягиваем ниточку и, смотрите, будем их вместе друг с дружкой сшивать, чтобы потом пришить одно целое. Как я это буду делать? Беру гриву, одну спиральку, беру вторую. Так, наверное, желтую сюда. Вот, прикладываю я ее вот так на нее уголочками друг на дружку, вот так вот. И прошью это 2 вместе. Немного так прихвачу. Пару стяжек сделаю. Вот. Вот они держатся. Потом беру следующую. Также прикладываю уголочек к уголочку. Ну, немножечко в сторону. Вот так вот отвожу. И также пришиваю. Это можно сделать, я как бы оставила розовую нить, можно оставить белую, чтобы розовая не сильно проглядывала там. Или какой-то другой цвет, чтобы сильно не проглядывался. Нейтральный такой более цвет выбрать и этим цветом пришить. Вместе их сшить. И голубенькую также. И получится такая вот такой вот паричок, можно сказать. Вот. Отложим его в сторону и будем сначала собирать мордочку. Вот такой вот паричок получается. Отложим его пока в сторону. Берем голову. Берем ушки. Будем сейчас пришивать ушки. Будем пришивать их вот так вот, немножечко внутрь. Немножко сведем края друг к другу. Вот смотрите, значит, это у нас передняя часть, это задняя. Вот где-то здесь будем искать место для ушей. Находим место для ушей визуально для себя. Приложите и посмотрите. Приколите вот так вот, посмотрите. Понравилось? Значит, оставляйте в таком положении и пришивайте. Вот. Я прикалываю ушки. Затем я приколю рог и посмотрю, на этом ли месте мне уши делать, либо немножечко их свести, либо развести. Я уже посмотрю по ходу в сочетании с рогом. Вот, беру рог и прикладываю. Вот. Рог я буду вот для рога я могу сказать примерное расположение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот на 7-м ряду я его пришью рог. Он будет у меня здесь расположен. Вот. А ушки надо будет посмотреть либо поближе, либо подальше. Сначала пришьем рог тогда. Так будет потом проще понимать. Пришила я ушки, расположила я здесь немножко по бокам, чтобы они немножечко отличались. Здесь я пришила, видите, так, да, как бы поближе
кругу, а здесь я пришила немножко подальше, более такие вот лопоухие получаются. Теперь нам надо вышить бровки и ноздри. Берем черную пряжу потоньше, немножечко тоньше, чем вот это вот. Ну, мне просто среднюю, вот между вот этой тонкой и вот этой самой пряжи, вот такой вот, была бы средняя, была бы в самый раз. У меня получается это сильно тонкая, а такая черная это сильно толстая. Ну вот у меня такая есть, я такой буду вышивать. Значит, ввожу я иголочку посередине головы, та часть, которая спрячется, когда мы будем пришивать тело. Вот оно примерно где-то здесь. Не прям середина, а чуть-чуть подальше. Вот с середины немножечко сюда, в эту часть я вывожу иголку, ближе к той части. Вот. И примерно расположение бровки. Ввожу так иголочку сюда. Вот. Будет немножечко грустненький. Получается единорог. Сейчас мы вот так вот посмотрим. Так, наверное. Значит, над глазом у меня раз, два, третий ряд над глазом. И 2 ряда вниз к краю глаза. Вывожу в следующий. То есть мне получается край, нижняя часть брови на 1 ряд выше глаза. Вот, а верхняя часть на 3 ряда выше глаза. Теперь вышиваем здесь. Сюда. И вот сюда. Вот, дальше спускаюсь вниз, ноздри где буду делать. Ой, примерно, как же мне это все расположить? Здесь, наверное. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Над 6-м рядом выведем иголочку. Так. Вот. И сделаем ноздрики 1, 2, 3. 3, наверное, сильно много. Чуть-чуть, наверное, я сюда верну. И сделаю, наверное, 2 столбика. Ноздрики зацепим за 2 столбика. Одна ноздря здесь. Вот и вторая. И вторая будет здесь. Вывожу сюда. Значит, что у нас с ноздрями получается? Значит, ноздри у меня расположились от серединки. Отсчитала я 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 6-м ряду. И примерно как глаза, да, расположение глаз вот так вот визуально. Там и расположились ноздри. Все, здесь я завяжу и спрячу ниточку в голову
эта часть не будет видна, потому что вот здесь будет пришиваться туловище. Дальше будем сейчас пришивать ножки к туловищу. Итак, чтобы нам притянуть ножки ниточкой, я беру вот так вот их, фиксирую спицами, смотрю, где мне их расположить. Значит, задние ножки я расположила от центра. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 6-м ряду. Высоту я вам не смогу сказать, это сложно. Примерно, если вот так вот приложить ножки, смотрите, да, у меня утяжка будет по центру. Вот так вот, наверное, я вам проще объяснить будет. Утяжка по центру. Вот, на каком я сказала, на 7-м ряду, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 6-м. 5, 6, да, вот 6-й ряд. Между 6-м и 7-м рядом утяжка будет по центру. То есть иголочку я буду вводить именно здесь. А на ножках я расположила. Утяжка у меня будет 1, 2 на 3-м ряду. Между 3-м и 4-м рядом. И эти ножки также между 3-м и 4-м рядом. Также и здесь. Но здесь я расположила на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между 8 и 9 рядом. И точно так же у меня утяжка будет по центру. Вот. Между 7 и 8 рядом. Вот. И что мы делаем? Мы берем ножку. И еще, когда вы будете намечать ножки, устанавливать их, фиксировать, смотрите, чтобы вот эти части, где у нас переходы, были с внутренней стороны, чтобы так сильно в глаза они не бросались, а были с внутренней стороны. Вот. Теперь берем ножку, вводим иголку. Теперь я ввожу, смотрите, у меня здесь есть пространство от спицы, да? Сюда я вывожу не в это же пространство, а на столбик в сторону. Столбик в сторону, немножечко оставляю хвостик и обнимаю этот столбик и ввожу в эту же дырочку, откуда вывела. Обязательно в эту же. Главное, чтобы не зацепить нитку. Вывела. Теперь аккуратненько вынимая. Ну, здесь я думаю, что я буду видеть, потому что она расширила немножечко спица. Ввожу иголку и вывожу сюда. Ровно. В это же место, где была спица. Дальше. Все, спица мне здесь уже не нужна. Беру ножку, ввожу с внутренней стороны в эту же дырку, откуда вышла спица. А здесь я буду обнимать столбик ниткой. Вывожу так, чтобы обхватываю нитку и вывожу здесь в эту же дырку. Здесь обхватила, тут вывела в эту же. Вывела. Вот, теперь ввожу обратно туда же, откуда в теле у меня вышла нить. И сюда же вывожу также в это же место. Вот, стараться эту ниточку не зацепить иголкой. Вот. Ни эту нить, ни ниточки на теле, чтобы она хорошо там затягивалась. Вот. Все. Теперь нам осталось только стянуть, притянуть, вернее, ножки к телу. Притягиваем вот так. Притягиваем эту и эту. Сильно мы притягивать не будем, уж чересчур, да, вот так вот немножко, чтобы они притянулись. Здесь мы завязываем. Я завяжу, сделаю 3 узелочка. Вот. Все, теперь спрячу в тело. Там, откуда у меня ниточка вышла, я в ту же дырочку просто веду и выведу где-нибудь в тело. Внутрь. И также эту выведу. Вот.
передние ножки мы зафиксировали. Точно так же берем ниточку в 2 сложения. В 2 сложения. И фиксируем. Так вот 2 сложения в иголочку. Вот. Если ваша ниточка тоненькая, можете в 3 сложения. Вот, точно так же аналогично берем ножку, вводим с внутренней стороны в эту же дырку. Здесь я уже выведу рядом. Вывела столбик, обошла и сюда же в эту же вывела дырку здесь. Вот так же и здесь. Вот так, сейчас проверим, правильно я тут читала-то. Да, правильно. И здесь делаем то же самое. Вводим иголку, выводим сюда. Все, выведем сейчас ниточку для того, чтобы стянуть. Вот и все. Осталось мне только стянуть эти ножки и спрятать. Вот так вот ножки наши готовы. Сейчас я это все спрячу и покажу в готовом виде. Вот, спрятала я ниточки. Вот так вот получилось у нас такое вот тело, которое может сидеть в такой позе. Да? Теперь пришьем голову. Вот и голову мы располагаем. Вот тоже смотрим. Пришивать, значит, я буду середину. Сейчас я вам скажу. Середина у меня будет на каком ряду. Значит, середина у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот середина, это 10-11 ряд. Середина вот этой вот. А пришивать я буду вот этот вот второй ряд. Так, сейчас скажу. Второй или третий? Наверное, третий ряд. Второй сильно мало. Значит, пришивать я буду за третий ряд. Вот третий ряд вот так вот. Вот тут спиралькой. Здесь главное, где он переходит на 4-й ряд, не перейти на 4-й. Вернуться на 3-й. И вот так вот третьим рядом мы пришьем голову здесь. Ну, на туловище 3-й ряд пришивается вот так. Серединка, я вам сказала, где у нас серединка и для чего эта серединка, я сейчас покажу. Для того, чтобы, ну, как бы для себя я эту серединку намечаю. Именно для того, чтобы, приложив голову правильно, вот, я беру спицу. И фиксирую спицей туловищу. Мне так проще. Вот. Зафиксирую вот так вот и пришью. Она будет держаться. И я за 3-й ряд буду пришивать голову. Смотрите, чтобы мне не перепутать и не пройтись мимо как бы ряда, да, так как у нас спиралью, чтобы я лишнее не пошла, не захватила либо больше, либо меньше. Я взяла контрастную ниточку и обвела ту часть, обшила ту часть, где я буду
пришиваться. Вот, и все, и она мне как бы будет вести так, как надо. Эта ниточка, а потом я ее вытащу. Вот, пришили голову. Теперь так вот она у нас пришилась. Теперь пришьем хвостик. Хвостик пришьем по центру. По центру над, значит, раз, два, третий ряд. Над третьим рядом по центру пришьем хвостик. Это расположим его так, чтобы он закручивался наверх. Хвостик пришит. Теперь пришит вот так вот. Теперь берем наши грива. Наша грива будет пришиваться. Сейчас. Так, иголочку одела. Теперь будет она пришиваться так. Пришьем мы ее. Эти ниточки, наверное, вот так вот потом их прятать надо. Чтобы они параллельно ушам. Уши у нас расположены на каком ряду. Ну, наверное, это не важно, на каком ряду. В общем, параллельно ухом, как правильно сказать, располагаем гриву, чтобы она как бы не легла на уши, а как бы свободненько лежала, их не трогала тогда, чтобы не наклоняла уши. Я думаю, что так надо расположить гриву. Вот. И пришьем мы ее по верху. И я смотрю, что у меня будет это все видно. Поэтому я, наверное, сделаю так. Розовую часть я пришью и серединку розовой ниточкой. Вот здесь вот так вот зацеплю. А здесь мне придется взять синюю, потому что будет некрасиво, правильно? Видно будет эта нить. Вот, поэтому пришиваю я розовой здесь до серединки, наверное. Пришью. Вот, а здесь где-то, ну, до уха, в общем. Пришиваю до уха. Здесь и потом здесь синей ниточкой пришью до уха. Только вверх пришью. Низ трогать не буду. Вот, смотрите, я все кончики, которые тут короткие были, я их вывела все назад иголочкой. Вот здесь они у меня все. Я их, когда буду пришивать сейчас синим цветом, их тоже как бы буду захватывать и обшивать. То есть я их буду притягивать. Вот, чтобы они не вылезли, я их ниточкой притяну, а потом уже спрячу в тело все, что останется. Вот. И смотрите, я, значит, зацепила. И беру ниточку. И, значит, здесь прикладываю так, как здесь у меня пришито. Она немножечко другая, потому что расположение получается, да, в другую сторону, чем здесь. Прикладывается к телу, к голове. Поэтому я беру и располагаю ее аналогично этой. Чтобы она не выше, не ниже. Буду стараться на том же уровне. И вот пришью ее до уха. Несколько стяжек здесь сделаю до уха, захватив сзади те нитки тоже стяну, притяну, чтобы они не вылезли наверх. Их будет держать эта ниточка. И спрячу в голову. Все, пришила я. Значит, гриву, смотрите, почему я так шила и объясняла сама, тоже присматривалась, как мне что делать. Потому что я ее сделала немножко по-другому, нежели здесь. Здесь я каждую отдельно пришивала, вот так вот по кругу. Каждую пришила отдельно. Их у меня 3 штучки, и мне было удобно их как бы расположить, чтобы их было видно так вот. Здесь я решила попробовать, если я их вместе сошью,
в виде паричка приложу, и как будет выглядеть. Вот получилось именно вот так, что и получилось. Вот и вы смотрите. Если вам сложно вот это вот делать, да, вы можете просто взять и пришить каждую отдельно, расположив ее, ну, как хотите, либо подряд, как вот здесь они лежат, только каждую отдельно пришивать, либо сшить их вместе и уже одним целым, приложив к голове, пришить. Вот такой у нас единорог получился. Один, второй. Надеюсь, что вам понравилось вязание, было не сильно утомительным. Вяжите с удовольствием. Спасибо за просмотр.